День 1934, Алекс на связи. В Home Assistant есть, конечно, такая одна полезная функция, это возможность строить разные графики. По умолчанию они там, для всех объектов, всех параметров добавляются, данные сохраняются в базе. Конечно, делают так, что можно там поменять на другую базу, они, которые по умолчанию используются, но в этом нет никакого смысла, потому что та, которая есть, она нормально работает. Если хочется, конечно, данные куда-то оттуда извлечь или там использовать в других каких-то системах, то это другая тема и, конечно, можно так заморочиться. Но по большому счету, если хочется просто посмотреть, как менялись значения, какой-то вывод сделать из этого, то довольно интересно будет это сделать в Home Assistant. Я у себя сделал совсем по-другому изначально. Я уже очень давно веду базу данных всех там, значений, всех их изменений на внешнем хостинге. Ну, потому что, во-первых, это хоть и дорого достаточно, потому что хостинг он где-то, ну, это платный хостинг, и там получается где-то 300 рублей в месяц, то есть в год получается почти 3000, даже больше. Ну, там, смотря как оплачивать. Если за весь год сразу, то чуть дешевле. И в итоге там достаточно много места, там делается резервная копия этих данных, и можно особо не переживать. Единственный минус, что нужно подключение к интернету, чтобы туда данные передавать. Ну, и нужно придумать, как это туда делать. То есть у меня сделано таким образом, что все устройства и все их параметры, они прокодированы, и есть отдельный скрипт, который, например, через Zigbee MQTT получает описание этого устройства со всеми там его значениями, и дальше каждый атрибут отдельно отправляет, ну, там, перекодирует в определенную систему и отправляет его на этот внешний сервер, все эти значения. Это удобно, потому что я использую там возможность через Google Chart строить разные графики. Сделал такую страничку, где можно вывести 4 графика, ну, или там можно меньше, ну, при желании. И можно указать период, за который эти данные выводить. И можно также указать, в каких там детализации какой выводить. То есть, там, допустим, по секундам или минутах, и там в часах. До этого было еще в месяцах. Сделал дополнительно совсем недавно в неделях, потому что много лет уже ведет статистика. Иногда нужно как-то усреднить значение, чтобы не так было мелко, как, допустим, дневная, а месяц это слишком крупно. Но, видимо, скоро уже придется сделать значение по годам. Ну, большого смысла в этом нет. Например, по месяцам удобно смотреть изменение температуры средней. Допустим, в комнатах, на улице. У меня тоже данные сохраняются с погодного сервера внешнего, и это удобно. Я даже сделал так, что у меня котировки акций сохраняются в этой базе для некоторых самых интересных. То есть, в принципе, можно для чего угодно использовать. Ну, и также сделал возможность выводить график, допустим, среднее значение, минимальное, максимальное, если нужно будет. И еще есть там всякие дополнительные такие фишки, допустим, показывать дельту, то есть изменения с предыдущим значением. Например, если по месяцам, тогда у меня будет, как вот обычно в графиках там потребление воды или электроэнергии строится, что в этот месяц потрачено столько-то. Ну, вот также у меня выводится в этом графике. Ну, и еще такая фишка есть, это суммарно я могу посчитать потребление электроэнергии. Я сделал таким образом, что каждое изменение параметра, оно там с пересчетом на время и на потребляемую мощность может просто приплюсовать за этот период потребления указать. Например, у меня есть лампочка, она там потребляет 20 Вт. Если она горела там 1 час, значит 20 Вт будет записано в этой базе. Если она, допустим, при выключении она горела полчаса, ну, значит 10 Вт будет записано. И таким образом я могу просто суммарно посмотреть, сколько всего было потреблено энергии этой лампочкой. То есть, она, когда в включенном режиме, она, соответственно, умножается на единицу и она записывается. Если она в выключенном режиме, то умножается на 0 и соответственно, не приплюсовывается. Это удобно. Есть еще более хитрый способ, когда, допустим, я знаю потребление, допустим, в амперах.
Я также указал там у себя в базе, что надо умножать на 230, то есть вольт фактически, и у меня получается потребление уже в ваттах, то есть это тоже очень удобно, таким образом легко пересчитывать. Ну и также я могу в базе посмотреть просто количество изменений, то есть если, допустим, значение отправляется там, допустим, раз в минуту или там чаще, я могу легко посмотреть, сколько было отправок этого значения. То есть, и, например, если свет включился и выключился, это 2 отправки. Это позволяет, например, какой-нибудь датчик взять, например, датчик открыть и посмотреть, сколько он за месяц работал. И удивительно получается, что многие датчики открытия, которые я использую, например, от Xiaomi, они уже там по 10 тысяч отправок сделали, и батарейка даже не села. А датчики, которые на радиочастоте, у меня 437 МГц работают совсем очень давно, то они там по 100 тысяч уже отправок сделали и все еще работают от батарейки. Там она покрупнее, там CR2450, но при этом все равно могут делать нормально качественную передачу информации в систему умного дома. Ну и в Home Assistant тоже, конечно, это все можно настроить. Единственное, получается, что база, она достаточно быстро растет, и многие либо просто перестают записывать, например, когда на Raspberry использовал я еще SD-карту, то это была, собственно, одна из главных причин, почему SD-карта довольно быстро переходила там, в режим read-only и все, фактически уже не работала. Это выглядит, конечно, странно, когда она переходит в такой режим. Вроде заходишь, все работает, там все сохраняется, перезагрузился, и все старые значения остались. Все файлы старые, то есть все. Она, по сути, только сохраняет это где-то в кэше, в памяти, а в реальности на карту записать уже не может. Ну и понятно, что если карта большая, она, конечно, подольше там, поживет, но все равно, если она выйдет из строя, это будет еще обиднее, чем, допустим, если выйдет маленькая и дешевая карта. Если запись этих значений в базу выключить, то тогда не будет никакой статистики. Это тоже не очень интересно. Я, например, у себя там, все логи выключаю сразу, там, системные журналы всякие, в Home Assistant, Zigbee. Режим там есть тоже, только ошибки записывать. В OpenHub я сразу выключаю все логирование, потому что он тоже пишет все изменения всех событий. Это иногда бывает очень много данных. Просто они даже не в базу, получается, записываются в текстовых файлах. И, конечно, такой поток просто любую карточку там и, во-первых, забьет ее, а во-вторых, она, конечно, быстро ресурсы исчерпает. Это не очень удобно. Поэтому люди думают, как там SD-диски подключать и там, в общем, другие решения. Есть такие переходники на MMC память, которые, допустим, в SD-карту в разъем втыкаются. Но это все, конечно, такие костыли. И лучше, во-первых, действительно ограничить объем записи. Есть там утилита такая в Linux, которая легко проверить, какие там приложения и сколько пишут. Ну, я когда все выключил, то фактически очень мало что записывалось. В Home Assistant есть тоже возможность настроить этот мониторинг, то есть, чтобы не все записывалось, во-первых. И у меня сделано так, что в основном это 7 дней только пишет, и запись в базу происходит только раз в минуту. Ну, наверное, запись сама, она особо не влияет на ресурс, потому что она все равно записывается. Там, хоть раз в секунду, хоть раз в минуту. Это большой разницы нет. Единственное, что когда, например, сервер перезагружается, и данные за эту минуту просто могут быть потеряны, потому что они не успели записаться. Но это не очень критично, потому что особо ничего так быстро не меняется. И в Home Assistant, например, если используется Zigbee to MQTT и вообще там сервис MQTT, то там есть такой признак retain, то есть эти значения, они сохраняются в самом MQTT. Это тоже сильно создает большой трафик. Дополнительно это все записывается тоже в базу. И, конечно,
Это тоже надо обратить внимание, если много таких значений сохраняется, и они постоянно обновляются, постоянно с таким признаком записываются, то это тоже такой дополнительный источник там, данных для того, чтобы SD-карта вышла быстрее из строя. Поэтому Home Assistant, конечно, подтягивает эти значения по умолчанию, и ему сами значения с базы старые особо и не нужны. Он никогда оттуда не берет их при включении. Например, у меня система, которую я использую, самописную, она берет данные именно последние из базы, загружает для того, чтобы там не пришлось, например, показывать, что это значение еще не поступило. А в Home Assistant это часто бывает при перезагрузке. Просто пишет либо старое значение, которое из MQTT было потянуто, либо пишет, что значение отсутствует. И это может быть очень долго прямо. Там час, например, пока какое-то устройство не отправит значение, в таком режиме светится. И, например, когда делаешь какой-то там пользовательский дашборд, то там просто может тоже это значение там отображаться криво и там в общем некрасиво пишет, что там значения нет, или там это не числовое значение, там какая-нибудь схема, там, ну, допустим, какой-нибудь элемент на дашборде, он неправильно отображается или вообще не отображается. В таком режиме у меня, например, довольно много разных датчиков и устройств. Через MQTT около 50 устройств у меня заведено. Ну и понятно, что у каждого устройства есть свои еще там отдельные сенсоры. Например, датчик температуры и влажности. Он записывает температуру, влажность. Еще если это датчик Акара, он еще и давление пишет. Еще качество связи. Отдельные параметры у меня записываются. Еще записывается значение напряжения батарейки и его процентом измерения оставшийся заряд. То есть очень много таких идет данных, и это только этот датчик, причем он довольно сильно ограничивает свой там, трафик, свою передачу. А, например, умная розетка, она себя никак не ограничивает, у нее там нет задачи экономить батарейку, и она питается от сети, и она шлет там каждые 10 секунд огромный поток данных, которые тоже меняются там и там, напряжение в сети, и текущее потребление там с точностью до сотых может присылать. И, в общем, там и ток, и в ваттах потребления, и еще разные параметры другие, которые у него есть в этой розетке, и также и качество связи. В общем, очень много разных параметров. Это тоже все сохраняется в базу. И в итоге получается у меня 7 дней. Это где-то 500 мегабайт занимает место. Ну и 7 дней, конечно, маловато. То есть, например, не посмотреть, ну, там, допустим, там, понедельник к понедельнику, то есть в таком режиме. Или, например, нельзя сравнить там, месяц к месяцу изменения. А вообще хочется, конечно, целый год смотреть. Ну, тогда есть выход либо использовать SD-карту большого размера и хранить на ней эту всю информацию. Но тогда нужно уже быть готовым к тому, что SD-карта рано или поздно выйдет из строя. Ну, а я использую встроенную в Orange P3 eMMC память, она понадежней, вроде как должна. Ну, и из-за этого, конечно, сильно, получается, ограничен в размере этого лога для мониторинга у своего умного дома.